Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные! Возможно, вы заметили, что мы довольно долгое время уже не выпускали новых видео, порядка 2 недель. Последнее наше новое видео, оно было сделано в Крыму во время нашего отдыха. Это было видео, посвященное теме радости, 15-й ступени. Ну и получилось так, что именно после этого момента, в скорости, буквально через несколько дней, мы получили очень сильный удар. Это был настоящий удар. Это был удар по мне, был удар по Шанти и был удар по нашему единству. Мы не делали новых видео, потому что мы, собственно говоря, оправлялись от этого удара. И сегодня мы хотим рассказать об этом. Об этом нужно говорить не только на примере, на нашем. Такие же похожие удары получают и другие пары близнецовых половинок. И мы будем говорить об этом, потому что вы должны знать, что это случается, и должны знать, что с этим делать, как этому противодействовать, и как оправиться, в конце концов, от таких вот ударов. Сегодня мы будем об этом говорить. С самого начала нашей деятельности, с 2012 года, когда мы начали говорить о феномене родных душ, это встречи с родственными душами и встречи с близнецовыми половинками, мы никогда не скрывали, не камуфлировали тот вопрос, который является самым болезненным, самым неприятным и самым пугающим. Это вопрос получения вот таких вот ударов во время встречи с родной душой, будь то родственная душа или близнецовая половинка. Мы говорили об этом открыто. Мы говорили о том, что вы будете получать такие удары, вы будете проходить испытания, и вам будет очень тяжело, и будет очень тяжело долго, как минимум несколько месяцев, иногда несколько лет. Мы говорили об этом довольно подробно и говорили об этом часто. В то время как другие, в 2012 году, как другие, кто встречал свою родную душу, они боялись об этом говорить, потому что действительно страшно, то, что человек испытывает. Это похоже на сумасшествие, похоже на что-то нехорошее, на что-то очень темное. Поэтому люди отмалчивались, боялись об этом говорить. Мы же никогда этого не скрывали, и вот сегодня тоже будем говорить об этом достаточно честно и открыто. Более того, даже читая какие-то ченнелинги о близнецовых пламенах, которые сейчас популярны, нигде не находится той информации, что же конкретно проходит пара БП. Есть только общие какие-то понятия о том, что да, вас будет разбрасывать ваше эго, нужно справиться с вашим эго и так далее, да. Но по сути это ни о чем. Если вы встретили свою божественную половинку, свое близнецовое пламя, выражаясь иначе, по сути это одно и то же, просто мы называем чаще божественная половинка, потому что смысл такого союза как раз божественный. Что такое близнецовое, что такое пламя? Это, наверное, больше доступно понятие американцам, поскольку это понятие и было американское изначально, американской парой создано. Мы говорим божественной половинке. Так вот, когда вы встречаете свою половинку божественную, и когда вы начинаете воссоединяться, когда вы начинаете пытаться жить в повседневности, вы встречаете огромные препятствия.
огромное сопротивление от среды, окружающей вас. И вы точно знаете, что это делают не люди, а делают некие силы, которые противоборствуют с силами света, с силами любви. Так вот, когда ты проживаешь это на собственной шкуре, то это, конечно, по-другому, нежели в той информации, которую вы можете встретить в сети. Там все достаточно романтично представляется. Только вот единственное, да, усмирите свое эго, и будет вам счастье. Суть, конечно, такая, это Но действительно это не так. совсем так. Да, но по сути оказывается, что очень много чего происходит, даже когда вы усмиряете свое эго, даже когда вы несколько лет уже идете этим путем и многое видели, многое испытывали. Даже тогда случаются с вами такие проверки, которых вы не ожидали, и такие испытания, которых вы не ожидали. Такое вот течение энергии, наверное, между парами божественных половинок. На протяжении всех 7 лет, как только мы встретились, более 7 лет, мы встретились в апреле 2012 года, мы испытываем на себя эти удары, эти испытания. И всякий раз кажется, что вот сейчас должно быть легче, сейчас должно быть лучше, мы это пройдем, и все станет светло и безоблачно, и не будет вообще никаких проблем. И вот мы сделали последнее видео, да, 15-я ступень, радость. И не то чтобы нам казалось, что больше не будет никаких проблем, но мы не чувствовали ничего подобного, что вдруг у нас возникнет. И вот мы сделали это видео про радость, и буквально через несколько дней, через 4-5 дней мы получили этот мощнейший удар. А тот удар, которого совсем не ожидали, и тот удар, который, пожалуй, один из самых сильных, который мы испытывали в течение всех этих 7 лет. Ну, давайте немножечко издалека начнем, для того, чтобы была польза от просмотра этого видео. Мы просто немного так расскажем, что это за удар. Это, конечно, энергетический удар, безусловно. Пара божественных половинок между мужчиной и женщиной, божественными половинками, между ними проходит колоссальное количество энергии. Это знают все, кто встречал свою божественную половинку. И даже между родственными душами проходит огромное количество энергии, а между божественными половинками еще больше. И вот это очень большое количество энергии, оно является и наградой, и является тем светом, который влечет к воссоединению божественной половинки. То есть им хочется, чтобы это было всегда. Вот эта энергия, это единство, это любовь, эти прекрасные состояния. Но мы живем на планете Земля, и здесь все имеет свою оборотную сторону. Здесь дуальность. Мы живем в дуальности, хотим мы этого или нет. И вот оборотная сторона этой колоссальной энергии, божественной любви, это не просто, то есть сила отталкивания, так называемый бегун, беглец, вот это все ля-ля-ля-ля, такое красивое, романтическое. Один убегает, другой бегает. Это далеко не единственное проявление вот этой энергии уже в негативном плане, а, пожалуй, самое тяжелое проявление негативной части этой энергии состоит в том, что вы получаете колоссальный энергетический удар. Вы это чувствуете на своем физическом теле, у вас страдает сердце, у вас страдают еще какие-то внутренние органы, где тонко там рвется, и вы чувствуете себя, обесточенным, вы чувствуете себя поверженным, когда человек, допустим, получает физический удар очень сильный, он падает вниз на землю лицом, да, вот он чувствует, что он рассыпался, что он повержен, и у него нет сил ни на что, и он чувствует, как будто умирает. Вот то же самое происходит и в паре божественных половинок, когда они получают такой энергетический удар. И эти энергетические удары, они бывают разные. Бывают относительно, так сказать, легкие, да, допустим, когда скажем, ваши родственники, друзья, знакомые, так категорически против вашего воссоединения, чтобы вы общались с этим человеком, да, называют вас, допустим, сумасшедшим или еще каким-то.
Ну, просто вот они категорически против, они говорят, только через мой труп ты будешь с этим человеком, но мешают, да? И вы чувствуете вот эту внутреннюю боль. Но как же ваши родственники вас не понимают, друзья не понимают. Вы тоже чувствуете обесточенность, что вы как бы отрываетесь энергетически, вы отрываетесь от этих людей на какое-то время, да? Это больно. Но это далеко не самое тяжелое. А вот одно из самых тяжелых моментов, когда вы вдруг со стороны ниоткуда, как бы ниоткуда, конечно же, как бы, получаете этот энергетический удар, который приходится именно конкретно по вам, в первую очередь по вашему сердцу. И я не говорю фигурально или с каким-то романтическим флером, что сердце заболело, а именно физически вы чувствуете этот удар по сердцу. И вы чувствуете, что ваше единство, оно раскололось. Вы реально ощущаете, что вы разорваны на две части. Если до того буквально там несколько часов назад вы были едины, вы были в радости, любви, и у вас было все прекрасно, и виделись только светлые перспективы, то именно в этот момент вы чувствуете, что это просто взорвалось. Не разорвалось, а взорвалось взрывом. Вот именно такой удар, энергетический удар мы испытали буквально несколько дней тому назад, пару недель тому назад. И сегодня хотим немного об этом рассказать, для того, чтобы все те пары, которые идут также на воссоединение, они знали, что происходит, ориентировались в этом и знали, что в этом случае делать. И если сказать немного конкретнее, это, конечно же, то, о чем мы хотим сегодня рассказать. Это не единственный удар за все эти 7 лет. Их уже не сосчитать, сколько было. Просто мы всегда мужественно их выносим. Не выносим это на показ, потому что это никому не нужно. Чужая боль, чужое страдание. Да и зачем транслировать эту энергию? Мы справляемся с этим сами, и потом уже говорим об этом в обучающих своих видео и на живых занятиях. Почему-то чаще вот именно в живом круге, когда ты видишь лица людей, когда ты знаешь их истории, то ты делишься, естественно, тем, что происходило вот у нас. Я очень часто делюсь, рассказываю. Потому что, когда ты смотришь видеокамеру и знаешь, что там тебя будут потом слушать другие люди, ну, ты не знаешь, какие у них истории, какое у них отношение. И приходится немножко говорить обтекаемо. Но все же, если привести какие-то примеры, вот то, что Андрей рассказал, да, такие удары энергетические, они не проходят бесследно. Страдает физическое тело, страдают энергетические тела, и буквально во время этого удара, а вернее уже после него, вы чувствуете, что из вас словно вытягивают некие энергетические жгуты, особенно из района РД-центра, да, солнечное сплетение чуть выше. Вы чувствуете, как ваша связь, она начинает рваться, буквально рваться, и вам больно. Вы чувствуете эту боль вот здесь. И то, что сердце страдает, да, потому что оно принимает все на себя эти нагрузки, но вот именно энергетические боли, они тоже очень ощутимы могут быть в этот момент. И если говорить о каких ударах мы вообще сейчас хотим вам рассказывать, да, что мы имеем в виду, если говорить конкретно. Например, за все 7 лет, что мы действуем с Андреем в нашей паре, мы испытывали на себе различные удары, различные противодействия темных сил перед каждым ретритом, который мы начинаем. Абсолютно перед каждым происходит что-то, что пытается нас выбить из потока света, из нашего единства. Приходят такие силы, которые начинают откровенно вредить. А более того, в пространстве появляются такие люди, которые начинают нам вредить. Мы знаем это, мы это чувствуем, и мы с этим постоянно имеем дело, если говорить об этом. И противодействуем этому. Безусловно. Перед каждым обучающим аудиокурсом, почти перед каждым, мне кажется,
онлайн-практикой. Что-то обязательно случается, что-то, что пытается помешать единству, что пытается помешать транслировать энергию света, энергию любви. Бывало, что после светлых процессов тоже приходили эти силы и пытались выкачать эту энергию, просто взять ее себе, потому что энергия любви, энергия единства — это самая сильная энергия на планете нашей. Это бесценная энергия, энергия любви, энергия единства двух любящих сердец. Особенно если это божественные половинки, потому что там просто гораздо сильнее эти энергии. Не потому что они лучше или хуже. Я вообще по своей природе абсолютно за то, чтобы соединялись все любящие пары. Абсолютно все. И неважно, как они называются. Потому что энергия любви, энергия единства двух любящих сердец, двух душ, она такая сильная, что она может противостоять очень многому. Но, к сожалению, иногда это единство разрушается под воздействием недружественных сил. То есть всякий раз, когда у вас наступает какой-то подъем в ваших отношениях, если это близнецовые половинки особенно, всякий раз, когда у вас наступает какой-то важный момент в вашей жизни, вы хотите что-то другим людям дать полезное, вот как в нашем случае, говорил Шанти, мы готовили какой-то курс. Все курсы были сопряжены с тем, что мы противодействовали этим силам, которые по-всячески нам мешали. И первое время мы, в общем-то, недоумевали, ну а потом уже к этому даже как-то привыкли и более-менее стали спокойно к этому относиться. Всякий раз, когда в ваших отношениях наступает либо какой-то подъем, либо плато, когда кажется все хорошо, обязательно это выскочит, как черт из табакерки. Обязательно выскочит нечто, будем говорить так, да, что будет вносить свою черную лепту в ваши отношения, в ваше взаимодействие, в вашу деятельность, в вашу совместную жизнь. Не то чтобы мы пугаем, конечно, нет, зачем же. И даже, может быть, не то чтобы мы предупреждаем, а просто это, можно сказать, как определенная прививка. Если вы встаете на этот путь, на путь родных душ, вы должны понимать, с чем вы взаимодействуете. Да, вы всегда будете вынуждены противодействовать темным силам. Всегда. Особенно, когда у вас что-то поднимается и что-то становится, да, что-то становится так вот хорошо, светло или перспективно. Если вы затеяли какой-то проект, если вы даже просто людям вот индивидуально как-то что-то передаете, вот это свет, тепло, любовь, ждите, обязательно будет противодействие. То есть даже не ждите, оно, собственно, есть. Это противодействие. И вот знаете, в связи с этим, что хочется и нужно даже сказать. Сейчас, на сегодняшний день, в интернете очень много информации про близнецовые пламена. Чаще всего это такая романтическая-мистическая какая-то история, где рассказывают что-то такое загадочное, прекрасное, божественное, полубожественное и так далее. И чаще всего это рассказывают те люди, которым к этому отношение имеют весьма отдаленное. Либо они с этим вообще лично не знакомы, а знакомы там, я не знаю, по литературе, по чьим-то рассказам, по нашим в том числе рассказам. Либо те люди, которые когда-то, наверное, встречали свою близнецовую половинку, они почувствовали эти энергии, и они думают, что они знают все. Вы будете знать все об этом пути, когда будете на нем находиться 24 часа в сутки, в течение, ну, хотя бы, там, не знаю, лет 5-7, как минимум. Вот за этот цикл, за 7 лет у каждого человека есть цикл 7-летний, у каждого. Вот в том числе и у пары, и в том числе у пары божественных половинок есть цикл 7-летний. Вот за этот 7-летний цикл вы пройдете все, действительно. Вот вы там узнаете все до самых глубин, до самых подробностей. А после этого 7-летнего цикла начнется новый цикл, который принесет вам какие-то новые испытания, новые свершения, новые достижения, но уже пойдет другой виток. Вот об этом нужно говорить, потому что, дорогие блогеры, если вы считаете, что
прочитав книгу, посмотрев какое-то видео или даже встретив свою божественную половинку, вы узнали что-то, вы глубоко ошибаетесь. Глубоко ошибаетесь. Нужно это пройти и проходить постоянно. Нужно быть то, что называется, очень тертым калачом в этом деле. Самому лично, как минимум. Это как минимум. И к тому же иметь многолетний опыт работы с подобными случаями. Через нас проходят сотни и сотни случаев, подобных нашим. И везде одна и та же история, один и тот же сценарий, один и тот же алгоритм. То есть наш случай, он не уникальный, он типичный. И вы сможете действительно людям что-то стоящее дать, рассказать, тем более помочь, когда на собственной шкуре испытаете все сполна, а не когда просто прикоснетесь к этому, знаете. Это не то, что посидеть у костра, погреться и посмотреть, какой он прекрасный, красивый и теплый. Это значит пройти через этот огонь. Через этот ад даже иногда. Иногда через ад, да. Вот об этом тоже нужно говорить. Ну и самое главное, для чего мы, собственно, делаем это видео, не для того, чтобы рассказать вам, как все тяжело и как все вообще очень тяжело, и даже иногда мрачно, да. Самое главное, для чего мы делаем это видео, для того, чтобы рассказать, как же, собственно, этому противодействовать, как быть со всем этим. И вы знаете, наши слова вам могут показаться банальными. Как противодействовать, сейчас мы расскажем, и вам покажется, что это банально. Это известно всем. Это написано везде, и об этом все говорят. Но поверьте, эти слова совершенно не банальные, они абсолютно правдивые, и эти слова рождены действительно в боли, в страданиях, и это то, что работает, и работает без сбоев, работает абсолютно эффективно. Что же помогает пройти через это? Любовь. Только настоящая. И безграничная. И безусловная. Какой бы дар вы ни испытали на себе, как бы вы не были обижены на свою половинку, что бы ни случилось в ваших отношениях, вам достаточно только обратиться к своей настоящей любви, быть в ней и передать ее, эту любовь, своему партнеру. Открыто сказать об этом словами, жестами, глазами, глядя глаза в глаза друг другу. И когда эта любовь возникает между вами, любой удар, любая боль становятся ничтожными. Они просто исчезают. И любой негатив, который был у вас внутри, который был в вашем партнере, который был между вами в ваших отношениях, он просто развеивается. Банальные слова, скажете вы, попробуйте. Когда вы это испытаете этот удар, попробуйте войти в эту любовь. Любовь, которая есть, просто несмотря ни на что. Просто есть. И все. И передайте эту любовь своему партнеру. А если вы передали свою любовь своему партнеру, то пусть этот партнер ее примет. И просто побудьте в этом несколько минут. И любовь все сгладит. Она все очистит. Она вас исцелит и возродит. Возродит в какой-то степени к новой жизни. Тот удар, который вы испытали, он останется у вас позади, за вашими плечами. И это будет в какой-то степени ваша старая жизнь.
а любовь откроет вам дверь в новую жизнь. И шагнуть туда будет легко, естественно и приятно. Только нужно оставаться в этой любви. И пусть эти слова, которые мы сейчас вам передали вместе с энергией, пусть они помогут каждой паре на пути воссоединения, каждой паре, которая точно так же испытывает периодические испытания, проверки на прочность, проверки на преданность своей любви. Пусть это поможет вам. И знайте всегда, что мы едины, все. Все мы родные души, все пары, все любящие пары. Мы едины. Просто мы часто забываем об этом, когда остаемся со своей бедой, и нам кажется, что мы одиноки. Но на самом деле это не так. Любовь — огромная сила, и это не просто красивые слова. Когда с вами случается то, что случается, то, о чем мы выше говорили, да, раньше, то вам кажется, что вам просто ничего не может помочь. Никто, ничего. Вы один на один с этой бедой. Вы фактически один на один сражаетесь с темными силами, которые всячески противостоят вашему единству и подливают масло в огонь. Но как только вы выходите на поток любви, как только вы принимаете этот урок, то тут же исчезает противоборство. Вы поднимаетесь выше. Не просто это слова для обозначения, да, определенных процессов. Действительно, вы поднимаетесь выше в своих вибрациях. Ваше сердце любит, оно переполнено любовью, когда вокруг творится беспредел, творится война, взрывается земля, да, но вот фактически оно так и происходит. А вы остаетесь в своей любви, остаетесь с Богом, остаетесь в свете и передаете эту любовь, пусть на расстоянии, душе своего любимого или любимой. И его душа, она все равно это чувствует. Потому что каждый из нас проходит свой урок. Когда-то я проходила этот урок, и мне было невероятно трудно. Когда-то Андрей его проходил. И вот в последнее время мы оба проходили эти уроки. Но главное, чтобы каждый из нас выучил этот урок и не повторял этих ошибок. Тогда действительно все не зря. Тогда путь продолжается, несмотря ни на что. И вы все равно ощущаете поддержку светлых, высших сил. И вы знаете, 2 недели сентября для меня были не просто непростыми, а было ощущение, что земля уходит из-под ног, и мне ничего не может помочь, и никто. Единственное, что меня спасало, это поддержка моей мамы, дай Бог ей здоровья, поддержка светлых сил и любовь, которая жила в моем сердце, несмотря ни на что. Вот что меня спасало. И я знала, что все равно любовь сотворит чудо, и она его сотворила. Мне очень хотелось кричать о своей боли на весь мир в этот раз. То, чего мне никогда не хотелось сделать, то, с чем я всегда могла все-таки справиться, мы могли справиться. В этот раз мне хотелось кричать, потому что казалось, что это никогда не закончится, этот удар, эти испытания. И вот сейчас мне очень хочется поблагодарить всех наших родных, кто узнал об этой ситуации, о том, что нам непросто, кто молился за нас искренне от всего сердца, каждый день. Ваши молитвы невероятно помогли нам. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Это невероятная благодарность нашего единого сердца, нашей пары. Вы знаете, это такое чудо было ощущать, что мы не одни, что рядом есть любящие и родные души, которые шлют нам свою любовь и свет, которые поддерживают. Мне постоянно писали, разные люди спрашивали, как у вас, что вы там сейчас, что у вас происходит, как вы себя чувствуете, что происходит с Андреем, что происходит с тобой, Шанти, держись. Вы не представляете, как это важно было получить вашу поддержку.
И особенно огромная благодарность родной душе нашей, светлому человеку, который все это сделал, кинул клич, так сказать, в родное пространство. И зовут ее Света. Светлана, да, Светочка, родная наша, огромное тебе спасибо. И все девочки, все женщины, которые поддерживали нас, все родные души. Я думаю, что не только женщины, и мужчины тоже поддерживали. Огромное вам спасибо от всего сердца. Мы едины, и это самое главное. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить свою женщину, свою любимую, прекрасную женщину, которая действительно своей любовью в очередной раз совершила чудо. И в этот раз это было большое чудо, потому что был сильный удар и большая боль. И потому что трещина в нашем единстве была сильна и глубока. И вот за несколько минут просто своей любовью, тихо и спокойно, без лишних слов, она совершила это чудо. И все темное рассеялось. И все негативные переживания просто исчезли. И трещина между нами исчезла. И наше единство, оно вновь стало таким же, как и было, и даже еще более ярким, еще более крепким. От всего сердца я благодарю тебя, моя прекрасная женщина. Твоя любовь, она волшебна. И она в этот раз совершила чудо. Благодарю тебя.